Я человек, и вы тоже. Вообще все мы люди. Мы очень разные, но больше всего мы похожи на своего батю и на свою маман. Как если бы кто-то скопировал половину из одного текстового файла и половину из другого. На самом деле все так и есть. Этим текстовым файлом является ДНК. И это не научно-популярная метафора. Еще Фрэнсис Крик, царствие ему небесное, предлагал рассматривать биологические организмы как строки, как линии в отрыве от их биологической сущности. И такая строчка реально текстовый файл. Его можно найти, его можно скачать, его можно открыть в блокнотике. Биологи называют этот файл геном человека. Чья конкретно эта строчка? Этот файл часто обновляется. И на сегодняшний день геном человека 38-й версии. Это комбинация геномов 13 анонимных нью-йоркцев. Кстати, первый геном был открыт всего несколько лет назад, в 2003 году. Опачанский. Скачиваем его. Он весит 920 мегабайт, но это в сжатом состоянии. Окей, файл слишком большой, чтобы открыть его в блокноте. Но для этого придумали специальный геномный браузер, где очень удобно смотреть на геном человека. Ну что же, гуглим, скачиваем, это несложно, открываем, видим, в общем-то, все хромосомы, которые мы знаем, что есть. Если смотреть на геном человека издалека, то ничего не видно. Так, приближаем. Какое-то, совершенно случайное место генома. Хопачански мы видим буквы. И весь геном состоит из 4 букв. А, Т, Г, С, записанных вот в такую очень длинную строчку. Кто-то может сказать, но ведь у нас же двойная спираль, значит букв должно быть в 2 раза больше. Вообще да, но мы всегда сможем восстановить вторую цепь, если мы знаем первую. Гены записаны всегда либо на одной цепи, либо на другой. И чтобы понимать нам, на какой, они обозначаются стрелочкой. То есть, если стрелочка вправо, то это на той цепи, на которую мы смотрим. А если влево, на, соответственно, комплементарной ей. Сейчас нам не повезло, и мы смотрим какое-то пустое место генома, где нету ни одного гена, поэтому стрелочек пока нет. Мы дойдем до них. Букв очень много. 3 миллиарда. Хотя, много это или мало? У бактерий геном в 1000 раз меньше. У вороньего глаза геном аж 150 миллиардов. Самый большой геном среди растений. А среди животных самый большой геном у двояко дышащей рыбы. Целых 50 миллиардов. Я думаю, под конец этого ролика вы должны иметь возможность поспекулировать, почему такие большие геномы существуют. Однако, чтобы что-то понять в этом наборе букв, надо вернуться назад и посмотреть, какая у генома человека структура, как он организован. А потом мы будем смотреть интересные фичи генома. У биологов ходит красивая байка, аналогия о том, что такое геном и как устроена информация в нем. Вся кухня – это большая клетка, а геном – это кулинарная книга. Не это. Эта книга разбита на тома, и каждый такой том имеет переплет и свой порядковый номер. Такой том генома называют хромосомой. У человека 46 хромосом, но в геноме закодировано 23 такие хромосомы. Половина от маман, половина от бати. 22 сестринских и 2 половые. 22 на 2 плюс 2. Всего 46. Значит, человек имеет 2 почти одинаковые кулинарные книги в каждой своей клетке, отличающиеся, быть может, только опечатками. Хотя эти еще и аллелями отличаются. Особняком стоит крохонькая хромосома митохондрий, тех энергетических станций клетки, а на самом деле потомков древних бактерий. Ставь лайк, если хочешь ролик про митохондрии. Геном митохондрий — это, если хотите, мануал о том, как включить микроволновку. Когда происходит оплодотворение, появляется клетка с двойным набором хромосом. И она начинает активно делиться.
А мы можем это как-то показать? Таня, иди сюда. Для этого она сначала должна скопировать свою информацию, а потом поделиться. После этого она опять копирует свою информацию. Жук, вжук. И вы не поверите, она опять делится. Так, потом она еще начинает копироваться и копироваться. И опять делится. Но любой процесс копирования несовершенен. Клетка испытывает проблемы с копированием именно концевых участков хромосомы. При каждом делении они укорачиваются, концевые участки. Соответственно, их нужно как-то защищать. И для этого эволюция придумала теломеры. Теломеры представляют собой тандемные повторы на концах хромосом. То есть тандемный значит, что они идут друг за другом. Друг за другом. И вот при каждом делении клеток во взрослом организме концы хромосом укорачиваются и укорачиваются. И это особо не парит клетку, пока они не укоротились полностью. После этого клетка паникует и, скорее всего, умирает. А давайте посмотрим на них в геноме человека. Ну, чтобы их увидеть, идем в самый край хромосомы, например, первый. Может смутить, что начало хромосомы представлено в виде серых энок. Но это просто потому, что ученые до сих пор спорят, какая длина хромосом должна считаться образцовой для человека в среднем. Они же, укорачиваются. Ага, двигаемся чуть-чуть правее. Вот они. ТАА, ЦЦЦ, друг за другом. Ну или комплементарная последовательность к этой АТТ, ГГГ. Почему же они повторы? Почему не просто бессмысленные участки? А для того, чтобы они могли подвернуть переплетик. Понимаете, в чем дело? Свободные двуцепочечные концы ДНК – это сильный сигнал разрыва ДНК в клетке. Клетка это очень сильно не любит. Теломеры образуют петельку на концах хромосомы и тем самым маскируют ее от того, чтобы клетка распознала конец хромосомы как разрыв ДНК. А зачем же они являются повторами? Ну, каждый раз, когда клетка делится, теломеры сокращаются, но каждый раз им нужно заново связываться в петельку. И повторы естественным образом позволяют это сделать. Удвоенный генетический материал необходимо разнести по разным дочерним клеткам. Как это сделать? Мы не будем вдаваться в подробности работы микротрубочек, а руки мои сейчас играют роль микротрубочек. Меня интересует вот какой вопрос. А что на хромосоме позволяет ее разнести по разным дочерним клеткам? За что тянут в общем? За хвост. За центромеру, которая находится в центре хромосомы. Мне потребовалось целых 5 минут, чтобы найти буквы центромер в интернете. И я нашел их в статье 87 года, просто загуглив. Их давно нашли. Получается, что это тандемные повторы длиной 141 нуклеотид каждый. Они называются альфа-сателлиты. Последовательность, которая дана на картинке, это некоторое среднее всех последовательностей, которые есть в геноме. Понимаете, статья такая старая, что просто взять и скопировать эту последовательность нельзя. Поэтому я перевбил руками начало этой последовательности и загуглил в геноме. Давайте же посмотрим на это. Если смотреть на схемы хромосом, то видно, что центромеры показаны как сужения какие-то. Вот эти альфа-сателлиты, этот мотив, который я только что вбил, он показан синими черточками. Их достаточно много, и они группируются. Альфа-сателлиты на самом деле не занимают все пространство центромер. Там есть что-то еще. А что, мы скажем чуть попозже. Теломеры и центромеры нужны для обеспечения жизнедеятельности каждой отдельной хромосомы. Но суммарно они составляют всего 1% генома человека. Неплохо. Значит, все остальное это какие-то смысловые последовательности, которые определяют признаки человека? Ха-ха-ха, как бы не так. Почти весь остальной геном это мусор, повторы, древние реликты, прыгающие, копирующие или перемещающиеся последовательности. Все они не несут функциональной роли, но безумно интересны. Возможно, самыми интересными являются перемещающиеся элементы. Они способны как
прыгать по механизму Ctrl-X, Ctrl-V, так и копироваться и размножаться внутри генома, то есть Ctrl-C, Ctrl-V. Такие элементы мы называем транспозонами, от английского transposable elements. Да, биологи просто плодят англицизмы. И транспозоны составляют половину нашего генома. Самым распространенным таким повтором является алю-элемент. Название он получил по названию бактерии Arthrobacter luteus, из которой выделили молекулярные ножницы, которые способны его разрезать. И, кстати, алю не потому, что лютоволки. Алю! Где-то 100 миллионов лет назад существовал общий предок нас, людей, приматов, наших вторых ближайших родственников, летучих мышей, а также грызунов и кроликов. Современных представителей этих животных объединяют общим названием суперприматы. И вот у этого нашего общего предка был ген 7S-RNA, который функционирует и сейчас, и функционировал и тогда. И в какой-то момент этот ген начал нещадно копироваться по геному, а копии становились при этом нефункциональными. Они мутировали и дрейфовали. Вообще этот процесс растянулся на 100 миллионов лет и не прекращается до сих пор. Теперь мы объединяем эти последовательности в одну группу алю-элементов, и каждый из таких повторов это где-то 200-300 букв. Давайте найдем их последовательности, просто загуглив. Например, я загуглил вот здесь. Идем в самый конец, там, где самый сок лежит. Копируем, скачиваем, бульк. И вот перед нами на самом деле огромное множество этих алю-элементов. Бери, не хочу. Я человек простой, давайте выберем первый элемент, да? Просто возьмем, скопируем. И мы тут делаем blood. Получается, что мы находим какое-то большое количество элементов, соответствующих этой группе. Так уж работает алгоритм выравнивания. Естественно, они отличаются друг на друга на какое-то количество ошибок. Это могут быть мисматчи, когда одна буква заменена на другую, либо это могут быть что-то другое, например, пропуски или вставки. Давайте выберем что-то конкретное. Например, вот этого пацана. И вот засел этот повтор внутри какого-то работоспособного гена. Любой организм хочет, чтобы генетическая информация передавалась дальше из поколения точно и неизменно. Хорошо, есть какой-то ненужный элемент в геноме. И пусть. Главное, чтобы он не копировался. Потому что любой акт такого копирования может привести к тому, что он встроится в ген. И этот ген будет поломан, уничтожен. И это совершенный нонсенс для организма. Мы не хотим, чтобы такое происходило. Это плохо, но это происходит. Алю-элементы копируются, живут своей жизнью, как будто бы мы тут вообще существуем только для того, чтобы им было хорошо. С их точки зрения, люди — это дом, в котором они живут и который они используют для своего процветания. Как трешка в Москве. Но история становится запутанней. Потому что алю-повторы сами по себе копироваться не могут. Для этого они используют другой, крайне распространенный повтор. Line 1 или строка 1, если переводить, который может сам по себе копироваться и вставляться. Так происходит потому, что он относится к классу ретро-транспозонов и кодирует машинку, которая может копировать его и вставлять в другое место в геноме. В довесок он копирует и алю-элементы. А с точки зрения алю-элемента, алю-элемент сидит на шее у лайн-транспозона, и ему это нравится. Это паразиты в обывательском смысле этого слова. Они размножаются и ведут себя эгоистично просто по той причине, что могут. Так, давайте попробуем найти лайн ретро-транспозон. Я бы начал, конечно, с Википедии. Это проще всего, особенно с английской. В английской все очень хорошо сделано. Так, и вот, да, примерно даже указано, да, где он должен находиться. Давайте куда-нибудь кликнем. Так, тут написано, что NCBI больше не хочет показывать нам
транспозоны в геноме человека, потому что типа, не очень интересно. Но нам это очень интересно. Мы все равно кликнем, куда можем. Так, ну, я предпочитаю текст как текст, поэтому я кликаю как паста. Мы возьмем самую интересную, крайнюю часть этого транспозона. Самая интересная часть — это выделенные зеленым буквы, потому что они указывают на то, что здесь закодированы поле А конец. Поле А конец нужен ретро-транспозону, чтобы встраиваться в геном человека в том числе. Поэтому очень интересно найти именно вот такой большой кусок букв А, идущих подряд. Как будто кто-то начал писать алфавит и забыл. Окей, значит, половина генома — это мусор. Ну, видимо, остаток — это важное и нужное? Нет. Такие важные вещи, которые нас определяют, гены. Ну, не чебурашки, конечно. Что-то же должно определять, почему у меня 2 руки, 5 пальцев, больше 100 разных видов тканей, и как это все растет из одной клетки. Концептуально гены — это часть генома, которая задает какой-то продукт. Каждый продукт находится в клетке и что-то делает. Некоторые гены говорят другим генам, как и где им работать. Так, к примеру, у нас возникают, ткани, да? Что ген за продукт химический, мы вдаваться не будем. Это тема для отдельного ролика. Для нас это просто предложение в книге нашего генома. Главы, Предложение. страницы. Предложение. Каждый ген — это отдельное высказывание в человеке, да? Это как вот тут написано: окончательно для круговой частоты омега-0 свободных колебаний физического маятника получается выражение. Понимаешь? И вот ген — это вот такое же утверждение о том, что я что-то делаю. Я буду катализировать реакцию, я буду создавать эту аминокислоту, там, глицинчик. Вот что такое ген. Вообще биологи спорят об определении гена, которое бы устроило всех. Поэтому я так увиливаю от конкретного определения. Но давайте я вам покажу ген, и я думаю, вы точно все поймете. Ну, давайте просто приблизим и найдем какой-нибудь совершенно случайный ген. Ничего не выбираю, например, вот этот вот. Какой-то HSD2. И что мы видим? Мы видим какие-то синие прямоугольнички и тонкие полоски в виде стрелок. Синие полосочки — это смысловые участки генома, которые мы называем экзонами. Это и есть сам ген. А интроны — это какие-то вклинившиеся в него последовательности. Такие незаметные пассажиры, которые из конечного продукта вырезаются, причем без швов, как сами, да, либо их могут вырезать. Если добивать аналогию с книгой, то интроны — это такие пробелы между словами в предложении. Но пробелы могут быть очень большие, да. Интроны обычно определяются экспериментом, а стрелочка на них говорит о том, как ген надо читать. Если приблизить прям до букв, то можно увидеть, какой продукт будет у этого гена. Но самое увлекательное, что можно загуглить этот ген и посмотреть, что современная наука думает о нем. Повторюсь, этот ген совершенно случайный. Я не тренировался с конкретно этим геном. То есть, возможно, будет какой-то бред. Да? Это ген, который кодирует 3-бета-гидроксистероид дегидрогеназу дельта-5, дельта-4 изомеразу типа 2. Ребят, все понятно. Этот ген, который очень важен для того, чтобы производить стероидные гормоны. Так что, ребят, такой вот, знаете, получается Google Maps, но с геномом. Знаете, по Google Maps я обычно так путешествую, не знаю, там, по Японии, по улочкам каким-то, а тут можно бегать по геному человека и смотреть какие-то интересные штуки, что каждый ген делает, по мнению современной науки. Вы могли заметить, что смысловая часть гена, экзоны, занимают очень маленькое пространство у гена. И так примерно для всех генов. Суммарно у человека почти 20 тысяч генов, и гены занимают аж целую треть генома. Казалось бы, вот она крупная смысловая часть, но если посмотреть в деталях, то экзоны — это всего лишь-то 2% от всего генома, а все остальное — это интроны, бессмысленные пробелы.
Давайте посчитаем сейчас на калькуляторе, а сколько букв имеет какое-то осмысленное значение. 60 миллионов букв. А сколько это Обломовых, Анкарениных или Войны миров? Так, ну это надо посчитать, с учетом того, сколько «Война и мир» букв занимают. Можете сами погуглить, я вам не скажу. Получается, это 40 войн и миров. Слушай, неплохо, но не так мало, как можно было бы ожидать. Но все равно драматично мало, вам так не кажется? Если смотреть на человека как на книгу, то большая часть написанного это какая-то бессмыслица. Что имеет какой-то смысл, это 50-я часть от написанного. И она задает все признаки и гениальность человека. Я знаю, что получается грузный выпуск, но в человеческом геноме столько всего интересного, в человеческом, нечеловеческого, очень много интересного. Давайте так, последняя группа, которую мы рассмотрим, это фрагменты настоящих вирусов. В 1963 году родственники одного молодого ученого заметили, что он стал каким-то неуклюжим, и его речь стала какой-то не очень внятной. Уже к концу 60-х годов он мог передвигаться лишь в инвалидном кресле, а к 2005 году у него осталась рабочей только одна мышца в щеке. Этим ученым был Стивен Хокинг, и он болел боковым амиотрофическим склерозом. Это заболевание вызывается в том числе вирусами. 10% нашего генома составляют настоящие вирусы, которые когда-то в древности встроились в наш геном. Очень далекой древности. Настолько древней, что сейчас мы их называем ископаемыми вирусами, но закодированы они по-прежнему в нашем геноме. Это как старый, истервшийся рецепт пирога, очень вкусного пирога бабы Клавы из села Хацапетовка, которое моя бабушка записала 15 лет назад. Но он истлел, и прочитать, что здесь написано, и приготовить это уже невозможно. Но некоторые вирусы, внутренние вот эти вирусы в нашем геноме, они могут еще быть функциональны. И они, возможно, вызывают некоторые болезни. Один американский нейрофизиолог наблюдал пациентов с ВИЧ, которые к тому же проявляли симптомы, схожие с тем, что было у Хокинга. Он обнаружил, что прием антивирусной терапии, которая помогает с ВИЧ, также помогает с их другой болезнью, что и позволило предположить, что активность именно этих реликтовых вирусов, которые каким-то образом с течением веков и эпох сохранили свою функциональность, ответственна за нейродегенеративные нарушения. Давайте откопаем хоть какие-нибудь из них. Главное гуглить. Ага. Просто открываем какую-то статью, да, и попытаемся из нее вытащить реальные данные. Скажем, в этой статье изучают ретровирус ERV9. Давайте его как-нибудь загуглим. Для этого лучше всего использовать специальный Google для ученых, который мы называем NCBI. Я нашел последовательность этого вируса, и давайте просто ее скопируем и посмотрим, что где он вообще. Опа. Ну, на самом деле, да, конечно, стоило ожидать, что этих вирусов много. Ну, например, кликнем вот сюда. Ага. Что же находится в округе этого вируса? Знаете, кажется, что тут весьма пустоватенько. Сложно понять, что тут что-то есть, если бы я не загуглил это с самого начала. Да? Наверное, это и стоит ожидать, когда ты копаешься в древнем закопанном кем-то мусоре. Хорошо, теперь я понимаю, что чувствуют себя археологи. Я человек. И вы тоже. Вообще все мы люди. Длинная строчка, состоящая на 98% из мусора, который ничего не кодирует, и на 2% из невероятных чудес, которые обеспечивают размножение себя и всех остальных нахлебников в его геноме. Сосуд, в котором размножаются и процветают эгоистичные элементы. Необъятный, про который и одним роликом не обойтись.
если бы я был создателем, я бы все сделал по-другому, гораздо более компактнее и структурированнее. 96% генома можно вычистить, не потеряв ни одного гена. Этим роликом мы хотели как-то соединить воедино человека, простого человека, и абстрактную концепцию генома этого человека. Теперь кажется, что геном не страшно длинная строчка, а куча очень интересного мусора, в котором любой человек может разобраться самостоятельно, а также кладезь чудесных генов, каждый из которых таит в себе частичку того, что такое человек. Главное, что человеку не нужны никакие доступы к закрытым базам данных, чтобы все это получить. Все открыто. Наука осязаема.